Но не все бывает так, как хочется нам. Я вам обязательно покажу орхидею, которая впервые за 4 года выпустила цветонос. И мне очень хочется, чтобы она зацвела, потому что это был подарок на мой день рождения. Она плохо себя чувствует. По листьям видно, что она болеет, но в этом году цветонос появился. Когда появятся цветы, когда распустятся цветы, я вам расскажу, как я ее лечила эти 4 года, что я с ней делала, и цветение, конечно, вы увидите. Так что разные бывают орхидеи, и разная у них судьба. Добрый день, друзья! Сегодня пересадка орхидеи. Очень красивые орхидеи и очень желанные для меня орхидеи «Поцелуй королевы». Эту орхидею я приобрела в поставках под 8 марта. Я вам ее показывала, рассказывала о ней. Я ее даже несколько раз вам показала, потому что у орхидеи было совсем немного корней, и показывала, что я покупаю вот такую орхидею, которая была всего одна в поставке, в любом состоянии, там цветы завяли, бутоны засушивает, и даже показала, что на одном из листьев вот было вот такое отверстие. Отверстие осталось, никуда не делось, никаких вредителей в этом отверстии не было, но это был один из последних листьев. Ну, то есть вот это то состояние, в котором я купила. А эти 2 листа выросли у меня дома. И, конечно, корней у орхидеи появилось много. И корни растущие. Не обращайте внимания на пятна на листьях, потому что сейчас у меня профилактическая обработка от клещей, и опрыскиваю я раствором с серой. Поэтому остаются такие пятнышки. Через 2 недели я протру листья, и пятна, конечно, эти исчезнут. Но 2-3 недели раствор работает, я пока листья не протираю. Но пересадку сделать возможно, так как я уже сказала, что у орхидеи растущие корни, она вырастила новых 2 листа. Вот этот нижний фласочный листик она сейчас отсушивает. И нужно ее пересадить в новый горшок. Грунт у нее очень влагоемкий. Сейчас я ее достану из горшка, и вы увидите, что это и кокосовые чипсы, и небольшое количество коры, и вполне возможно, что даже есть торф. Давайте извлечем ее из горшка и посмотрим на грунт. Я ее вчера специально полила, чтобы корни были более эластичные, чтобы не поранить, не повредить. Желательно всегда доставать орхидею с такими влажными корнями. Ну вот давайте посмотрим, что за грунт. Да, очень похоже, что даже торф здесь присутствует. И орхидея растет в этом субстрате. Да, вот он торф. Смотрите. И при этом прекрасно себя чувствует. Все там говорят: ой, это вот торфяной стакан, торф. Вот он красивый какой-то. Вот, да. Вот торфяной стакан красивый. Я сейчас уберу сразу этот лист. И орхидеи надо разбирать сразу после покупки, потому что торфяной стакан убивает орхидею. Ничего не убило орхидею, даже вот этот вот сильно влагоемкий грунт только способствовал хорошему росту корней. Прям великолепному. Посмотрите, какие корни орхидея вырастила в этом грунте. Ведь все зависит не от грунта, а от полива. Если между поливами просушивать грунт и дать возможность немного просохнуть корням,
вот такие корни считаются сухими. То есть, когда виламин серебристый. И орхидея будет чувствовать в любом грунте себя прекрасно. Конечно, какие-то корни у орхидеи погибают, и это естественный процесс, потому что у орхидеи не растут корни вечно, она их меняет очень часто, выращивая новые и сбрасывая старые. Вот такие прекрасные корни у этой орхидеи. Если корни в посадке белые, это отличные корни, просто на них не попадал свет, они росли в темноте, поэтому они остались белые. Как только они дорастут до стенок горшка, они обязательно станут зеленые и будут участвовать в фотосинтезе. Под проточной водой я смою оставшийся грунт с корней, и мы с вами сделаем посадку этой орхидеи. После небольших водных процедур я заметила еще один корень. Вот он у меня остался в руках. И маленький кусочек виламена. Сгнил не только виламен, вот виламен, но и внутренняя часть корня, так называемый тяж. Вот это корень, это основной корень. А это оплетка этого корня, в которая впитывает влагу и потом передает его вот этому корню. Ну и корень остался у меня в руках, он почернел, тоже сгнил, и такой, конечно, корень нужно убирать. А если вдруг виламен сполз с этого корня, а корень остался, то он поможет орхидее впитывать влагу. Старый цветонос я отрежу. И под старым цветоносом осталась небольшая часть листа. Для того, чтобы активно росли корни и вот эти чешуйки от листа не мешали росту новых корней, засохшие, такие желтые, их нужно обязательно убирать из ствола орхидеи. И вот, казалось бы, можно убрать, отрезать какие-то части корней. Желтые. Я часто говорю, что желтые корни это старые, но всегда нужно посмотреть, действительно ли этот корень настолько стар. Вот смотрите, показываю. Здесь часть желтая, но корень очень длинный, и в конце корня он растущий. А вот такие маленькие пеньки от старых корней, это все нужно отрезать от ствола. Даже вот эти два корешка ей не пригодятся. Они сейчас сразу закуплятся, потемнеют. Но вот остальные все корни нужно оставлять. Вот еще. Вот он сломанный, почерневший от основания. И вот этот корень тоже обрезаю. Меня часто спрашивают, а нужно ли корни чем-то обработать, потому что вот ствол черный. Если вы видите вот такие черные пятна на стволе орхидеи, ничем не нужно обрабатывать эти корни, просто пинцетом нужно снять всю вот эту черноту. Это старые чешуйки, они легко снимаются. Это называется почистить стволик. И там под этими старыми чешуйками это листики, которые фласочные были, росли. Самые первые листики, это остатки. Все это зачищаем. И ничем в этом случае обрабатывать корни орхидеи не нужно. Просто в этой органики, которая остается на стволе, ну, во-первых, она становится влажной, когда вы ее поливаете. Способствует она загниванию вряд ли, ее здесь очень мало. Но подоры, которые любят жить в грунте,
а они живут во влагоемком грунте, им очень нравится влажность. Они как раз таки питаются этой разлагающейся органикой. Вот для этого мы это все и убираем. Вся эта чернота очень легко снимается пинцетом. Ну вот, собственно, и все. Больше ничего делать не нужно. Если остались какие-то части старого грунта, например, кусочек коры. Посмотрите, я не могу снять этот кусочек коры, иначе я корень сломаю. А корень растущий. Пусть остается. Ничего страшного в этом нет. Помещаю орхидею по центру горшка. И буду засыпать грунтом. Какой грунт я буду использовать в этом случае? Я буду использовать смесь керамзита и мелкой коры. И даже у меня здесь есть немного кокосовых чипсов. Вы видели, в каком грунте росла орхидея. Прекрасно себя чувствовала. И сейчас ей сделать посадку в чистый керамзит, ей будет некомфортно. То есть она привыкла к влагоемкому грунту. Поэтому вот такой смешанный грунт для этой орхидеи очень даже подойдет. Ну, а раз грунт смешанный, я хочу сделать в этот раз для фаленопсиса небольшой эксперимент. Я хочу в этот грунт положить гранулы аминосила. Все спрашивают, а как гранулами аминосила удобрять в чистом керамзите? В чистом керамзите неудобно, потому что керамзит не впитывает, с него вместе с водой все сразу сливается. Можно только один раз это удобрить. А с корой и с кокосовыми чипсами это все немножко задержится в грунте. И хотя бы несколько гранул я в грунт положу. Но не буду смешивать вместе с грунтом, как я это делаю для бульбовых орхидей. В посадках бульбовых орхидей керамзита минимальное количество. Там основное это кора и кокосовые чипсы, поэтому там можно сразу смешать. А здесь я положу сверху, но так, чтобы гранулы не касались корней фаленопсиса. То есть в процессе сейчас я вам это покажу. Итак, орхидея по центру горшка. И сначала я просто насыпаю грунт. Основную часть грунта я в горшок насыпала. Для того, чтобы это удобрение не касалось корней, я положу туда всего 5-6 гранул. 6. Я их буду бросать там, где корней нет, чтобы не сжечь корни, потому что аминосил гранулированный, но это же концентрированное удобрение. И если это концентрированное удобрение будет находиться рядом с корнями, то может сжечь корни. Вот так. И вы помните, что все орхидеи я поливаю на 2 сантиметра ниже грунта. Вот как раз при следующем поливе эти удобрения будут находиться в воде и распадутся и отдадут все свои питательные вещества орхидеи. А сейчас я эти 2 сантиметра, чтобы закрыть корни, еще насыплю сверху грунт. То есть прикрою аминосил грунтом.
Вот как интересно получилось. Один корень растет вверх, а мне бы очень хотелось, чтобы он рос внутри горшка. То есть я его сейчас поверну и аккуратно заправлю в горшок и присыплю грунтом. Может, конечно, он все равно прорастет вверх, но, по крайней мере, сейчас он будет находиться в грунте. И последние штрихи. Что важного в любой посадке? Важно, чтобы основание орхидеи, вот эта сама зеленая часть, осталась на воздухе. Должен быть доступ воздуха к основанию орхидеи, чтобы орхидея не загнивала. Чаще всего я делаю больше грунта к краю горшка. А внутренняя часть остается свободной для проникновения воздуха. Очень несложная посадка. И очень правильная для этой орхидеи. Не забудь вставить бирку с названием орхидеи. Теперь, как же поливать? Ну, вы видели, что при посадке корни влажные. А поливать нужно только тогда, когда корни просохнут. И следующий полив я делаю чистой водой. Но так как я положила туда удобрение, это все равно будет сразу же питательные вещества для орхидеи. Сколько работает аминосил? Аминосил в гранулах работает месяц-полтора, не больше. И сразу весь из горшка при первом поливе он не вымоется. То есть он останется. Почему? Да потому что у нас есть кора. На коре что-то задержится. А вот из чистого керамзита сразу вымывается. И если вам удобно и дальше продолжать удобрять орхидею гранулированным удобрением, то раз в 1,5-2 месяца вы опять по краю горшка кладете 4-5, но не больше 6 гранул. А если у вас есть жидкий аминосил, и вам удобнее пользоваться жидким аминосилом, то вы можете продолжить через то же количество времени, 1,5-2 месяца, удобрять жидким аминосилом. На коробке и даже на самом флаконе написано, как разводить 5 мл на 2 литра воды. Если вы пользуетесь другими удобрениями, пожалуйста, пользуйтесь теми удобрениями, с которыми вам удобно работать, с которыми вам понятно, как и что происходит с орхидеей. У меня есть большой плейлист о разных удобрениях. Вы можете перейти по ссылке и посмотреть, какие удобрения я использую. Использую разные удобрения, не только аминосил, но один из стеллажей я поливаю только удобрением аминосил, а другие разными удобрениями. Так что выбирайте, что для вас более актуально. Но и мне очень хотелось бы, чтобы эта орхидея в этом году зацвела. Но не все бывает так, как хочется нам. Я вам обязательно покажу орхидею, которая впервые за 4 года выпустила цветонос. И мне очень хочется, чтобы она зацвела, потому что это был подарок на мой день рождения. Она плохо себя чувствует. По листьям видно, что она болеет, но в этом году цветонос появился. Когда появятся цветы, когда распустятся цветы, я вам расскажу, как я ее лечила эти 4 года, что я с ней делала, и цветение, конечно, вы увидите. Так что разные бывают орхидеи.
И разная у них судьба. Надеюсь, что эта орхидея зацветет. Уж очень мне нравятся ее цветы. Поцелуй королевы. И название говорит само за себя. Красавица. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.